я Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Дорогие мои РД, сегодня мы готовимся к вратам Пастырь, врата раскрытия сердца. И мы будем глубоко работать в жреческой практике, на которую я, конечно, приглашаю всех, кто готов. Это будет завтра в точке силы осеннее равноденствие. Пишите в личку, есть ссылочка на мой сайт под этим видео, узнавайте, как проходит и что для этого нужно. А сегодня мы настраиваемся на сердце космоса, потому что у нас будет синхронизация происходить с нашего сердца, сердца нашей матери и сердца космоса. 3 сердца сольются в единой молитве за мир. У нас пройдет молитва за мир, поэтому кто чувствует резонанс с этой темой, мир в гармонии и любви, приглашаю. Итак, настраиваемся на сердце космоса, заземлитесь ножками, выйдите в состояние «Я есть присутствие», точка сборки на 7-м энергоцентре в области макушки и выше, если есть возможность, и выше. Базовая энергетика сердца космоса. Настройка. Считаем базовую энергетику, потом раскроем глубже. Так, Вунья и Феху. Вот это дар, вот это подарок, смотрите. Поток изобилия в чистом виде. У меня есть видео на канале, что такое поток изобилия. И вы можете посмотреть его, там раскрыта эта энергетика. Я помню энергетически, что это выглядело именно так. Здесь прямо дар богов, дар материализации, да? Нам дают дар. Энергия, которая связана с рождением материи и жизнью в радости и гармонии всего со всем, да, вот все части со всем. И что еще здесь очень интересная энергетика бесконечного преобразования, потому что Феху — это изменяющаяся материя. То есть я вижу сейчас, как некий плазмоид переливается какими-то, переливается формами, гранями и оттенками. И это некий, это еще не материя, это некий энергетический, скорее, сгусток, но из которого строится все. Он светится, в нем очень много энергии, в нем есть какая-то легкость, в нем есть первоосновы бытия, коды, которые пронизывают все пространство. Но самое главное, в нем есть развитие. Из какой-то сингулярности в развитие. То, что я вижу сейчас. Много какого-то света, бело-бирюзовый свет я вижу. И, кстати, я слышу звук. Звуки такие... Со звуками вообще интересно. Эта материя передает разные вибрации на разном уровне. То есть здесь нет одного звучания, здесь постоянная смена частоты происходит. От очень инфра таких низких, да, и ультразвуковых частот. Еще идет информация, что она понимает слова. И с ней можно действительно говорить. Вот, кстати, здесь вот слышащая такая волна идет, то есть я тебя слышу. И действительно, по Вунью это сердце. Это проще всего сонастраиваться от сердца к сердцу. Вот очень много информации сразу идет. Здесь энергетика отзывчивая. То есть настроиться на сердце космоса можно достаточно легко, когда твое сердце открыто. И когда с твоими эмоциями гармония, да, порядок, любовь, то
Самое главное, когда ты принимаешь гармонию мира, видишь эту гармонию, чувствуешь эту гармонию, в ней живешь, вот тогда это очень просто. Потому что феху — это ежедневность, это даже рутина, но феху еще руна перемен. То есть это, знаете, как будто бы ваш день проходит один за другим, один за другим. И при этом вы видите уникальность каждого момента. То есть есть нечто повторяющееся, уникальное одновременно. Трудно дышать, замирает дыхание, потому что переполняет какая-то сладость. Сладость какая-то идет, кстати, и вкусы идут. Тут действительно идет сладость. Понятно, почему нас тянет, да, на сладенькое, когда не хватает радости. Тут сладость идет, сладкий вкус. Так, Перт и Турисас. Угу. Смотрите, сердце космоса отвечает за порядок. И здесь ощущение закона, сакральные законы все здесь. То есть здесь хранятся какие-то первоосновы бытия, как устроен мир. Сердце космоса несет нерушимый порядок, нерушимый закон. Такой, знаете, здесь есть необсуждаемо. То есть есть какие-то константы, которые невозможно изменить. Вот почему здесь важно принять мир таким, какой он есть, потому что сердце космоса связано с нерушимыми константами. Если здесь что-то изменить, здесь просто обрушится. Вот, знаете, ощущение вы стерты. Все разлетается на пиксели, если нарушить хотя бы какой-то маленький микроскопический порядок происходящего. Да, это сакральная зона, скрытая, тайная. Да, здесь жреческая история. Здесь про то, что сюда только вход для тех, кто готов оставить тайное в тайне, в сакральности. Ощущение какой-то беременности вот здесь тоже идет в смысле эзотерическом. Знаете, когда объект в объекте, как матрешка, одно в другом, одно в другом. Да, ощущение спиральности и куда-то все уходит, растворяется. Может быть, еще через тотем. Еще идут какие-то дрожь по телу, содрогания. Я думаю, что это связано с материей прямо на физическом плане. То есть, если мы хотим что-то изменить в этом физическом мире, реально нужно настраиваться на сердце космоса. Там вы найдете все ответы. Так, тотем идет у нас волк. Но мне идет женское начало, не знаю, как волчица. И вот ощущение преданности, верности. Да, кстати, здесь есть какой-то свой встроенный интеллект. Вот это тоже очень ощущается. Так, посмотрим через Таро. С каким арканом старшим можно сердце космоса лучше всего ассоциировать? Попробуем закодировать потом. То есть закодировать — это значит свести вот это огромное количество информации, которое сейчас идет, до уровня точечно одного-двух арканов. Так, пятерка чаш. Рыцарь чаш. Восьмерка чаш. Меня вообще не удивляет вот эта чашевая история.
Но здесь я хочу сказать, здесь не стихия вода, здесь пластичная, вот как я вам сказала, плазмоид. То есть здесь какая-то перетекающая структура, знаете, одно в другое, одно в другое. Поэтому нам чашами показывают эту структуру. Восьмерка мечей. Смотрите, нам показывают, что невозможно умом осознать. Наш ум не воспринимает вообще, каким-то образной системы вообще нет. То есть все, что я вам пытаюсь передавать сейчас, какие-то слова, это обрывки, да. И здесь нужно воспринимать вне ума, не ограничивать своим умом поток, который сейчас к нам идет. К нам идет поток сердца космоса. Попробуйте его именно ощутить органами чувств, эмоциями. Нам проще всего чувствами его воспринимать, поскольку у нас чувства идут по чашам. То есть если мы говорим о человеческом сознании, то здесь сознание бессильно, абсолютно. Туз жезлов. Огромное количество энергии для воплощения, знаете. Угу. Рыцарь мечей. Королева пентаклей. Да, и рыцарь монет. Смотрите, нам не дают старший аркан, это неудивительно. Это некая такая первоматерия, можно сказать, ощущение темной материи здесь идет. И первооснова бытия, ткани мироздания, из которой потом в дальнейшем появляется все силой намерения. Вот она слышит слова и слышит наши намерения. Здесь реально мы наткнулись на тему материализации, которая у нас будет продолжаться во вратах 10-10 в полной мере. То есть нам дают секрет материализации в том, чтобы сонастроиться с сердцем космоса. Мы будем это с вами делать как раз завтра. Так. Давайте попробуем еще глубже. Сердце космоса. Что это такое, как оно выглядит, на что похоже. Возьмем через образную систему, психологическую колоду и попробуем расшифровать. Ловушка гнев, дар медовый месяц, дар исправления и дар общности. Сингулярность опять показывает, что здесь вот нераздельно и неслиянно присутствуют разные энергии. Они как будто бы вот ощущения уходят в сингуляр и распадаются, в сингуляр и распадаются. Здесь ощущение того, что здесь есть и какая-то термоядерная реакция, очень много, знаете, таких вспышек, взрывов. И одновременно покой, такая прозрачность. И вот оно постоянно дышит. У него как будто бы действительно есть фазы. Напоминает наш сердечный ритм. То есть с такими, знаете, какими-то перепадами. Реально нам проще всего. У нас проекция прям чувствуется. Давайте спросим, кстати, вот хороший вопрос. Есть ли проекция в человеческом теле? Как сонастраиваться, да, с ним? Так, 11-й аркан. Привязанность к прошлому, руководство, дружелюбие. У нас есть проекция в физическом теле. У нас есть. Это очень фонит, смотрите, шишковидная железа. Очень фонит именно шишковидное тело здесь. Я сейчас возьму еще. Так, чтобы здесь посмотреть, давайте через это.
проекция в физическом теле. Видите, Адал, да, и Ингус. Да, есть эта проекция. Смотрите, сердце тоже, но и шишковидная железа. Тут суть в чем? В принципе, история такая. Два потока, мужской и женский, соединяются и гармонично в гармонии любви. То есть, когда у вас сбалансирован один поток и другой, верхний и нижний, мужской и женский, как угодно называемых, да, поток матери и поток отца. Когда они работают прям сингулярно, как единое целое, когда вы превращаетесь в колонну света, вот тогда можно сказать, что все центры начинают работать как единое целое. Поэтому смотрите, с одной стороны можно сказать, что вот сердце, да, разум, я чувствую шишковидную железу. Ну, это глубоко, я не хочу сейчас сдаваться, почему я так чувствую. Но суть в том, что здесь, по сути дела, это такие отправные точки, когда вы в конечном счете превращаетесь просто в единый поток, как продолжение потока матери и отца. То есть ваше тело растворяется, оно полностью трансмутирует. То есть вот такое впечатление раствориться в любви, вот хочется здесь такое, сдаться, раствориться. Вот эго еще здесь точно отпускаем, то есть ощущение того, что ты сдаешь свои границы. Ты отпускаешь, ты отдаешься этому потоку. Поэтому, знаете, когда вы отдадитесь этому потоку, он распространится на все клеточки вашего тела, он дойдет до генома, до ДНК. Он трансформирует вас полностью и тотально. Сейчас больше возьмем информации. Смотрите, идет Адал и Дагас. Трансформация полная материи. Это раскрытие светового тела. То самое световое тело, о котором сейчас говорят. Тело пятого измерения, другая природа. То есть о чем нам говорят? Если вы хотите телом прочувствовать, да, или в теле прочувствовать, что такое сердце космоса, вам придется полностью трансформировать вот наше плотное 3D тело, оно превратится просто, знаете, в один сплошной свет и любовь, любовь и свет, потому что Ингус это любовь трансформирующая, а Дагас это свет. Вы просто становитесь, знаете, какой-то искоркой света. Так интересно, поток идет какими-то, знаете, как этими, вот такими петлями. Не прямо, а как-то петлями заворачивается. Так, первые шаги. Действуйте, доверьтесь интуиции. Да, это новое тело. И смотрите, проще трансформируются тела тех путников, которые не требуют логических объяснений, каких-то подтверждений, схем, да. Вот здесь очень много от индивидуальности зависит. То есть как будто, знаете, поток работает с каждым по-своему, и каждый его прочувствует по-своему. Поэтому здесь нет одной единой траектории полета для всех. Для каждого будет своя история. Вот как вы войдете в этот поток, это будет ваша неповторимая история любви. Да, моря Ментаки на обороте только подтверждают потенциал встречи с бессознательным. Это будет очень интимная история. Да, давайте я спрошу еще функции сердца космоса для Вселенной. Хочется. Для Вселенной. Вот
вот Дагас меня вообще не удивляет. Дагас и Райда. Расширение. Здесь идет постоянное рождение новой материи. Расширение. Но смотрите, рождение, я бы сказала... Ну-ка, сейчас я еще доберу руны. Еще, знаете, здесь идет информационное распространение, какой-то принцип дублицирования. То есть сердце космоса, оно должно прокачать до каждой микрочастицы бытия, до каждого сознания донести вот эти первокоды, первоосновы. Здесь хранятся коды, как наподобие в стволовых клетках у человека, да? Вот здесь первооснова бытия. Да, Хагалаз, вот 2 Хагалаза. Я знала, что так и будет. Дойти до предела и схлопнуться. Здесь, видите, сердце работает, вдох и выдох Творца, вдох и выдох, вдох и выдох. То есть тотальная перезагрузка. Это о чем говорит? Это говорит о том, что не может бесконечно продолжаться распространение. В какой-то момент необходимо перерождение. И хорошо слышит тот сердце космоса, кто принимает вот эту энергию трансформации по Хагалас, который чувствует, что в этой силе есть любовь. Потому что здесь, видите, в недуальность нужно иметь внедуальное мышление, чтобы сонастроиться с сердцем космоса. Если ты принимаешь жизнь, если ты принимаешь развитие, то ты принимаешь и вторую сторону, да? Трансформацию и перерождение. Так, ну-ка давайте. Фея роста. Да, вот видите? То есть какая-то часть этого сердца, она отвечает за вот это распространение, да, фея роста. Все должно расти и как бы развиваться, энергетически наполняться. И здесь есть часть, которая за это отвечает. И the returning, и возвращение в исходное положение. И все должно вернуться опять в источник. Понимаете? Выходит из источника и в источник возвращается. То есть четко нам показывают, да, об этом говорят многие источники духовные, да, дошедшие до нас, но это совсем не одно и то же, как вот прожить сейчас в потоке. Мы это много раз с вами слышали, может быть, кто-то из вас читал непосредственно эти источники рукописные, но сейчас нам передают эту мудрость непосредственно наши учителя. Они как бы подтверждают, они нас сейчас виртуально проводят через это. Поэтому такие важные у нас ченнелинги, очень важно на них присутствовать, чтобы проживать в теле и подстраивать наши тела под неминуемые, неизбежные трансформации. Давайте еще возьмем, как на нас влияет сонастройка сердцем космоса. То есть вот представим себе, что мы сонастроились, да, сердцем космоса. Что тогда произойдет с нами? Как на нас это влияет? Потому что кто-то сонастроен, да, кто-то нет, кто-то желает сонастроиться. Давайте посмотрим, что будет, если мы сонастроимся. Может быть, вы уже почувствуете, что вы чувствуете эту энергию довольно глубоко. Ну, дар, успех, конечно. Потому что это как благословение работает, да? Здесь очень большой поток идет на материализацию, на успех в делах. Только
тот успешен, учтите, кто принимает, что это не навсегда, что, получив опыт, ему придется от этого отказаться. Так, ловушка самопожертвования, скука. Угу. И искажать прошлое. Вот смотрите, тут прям нам цикл показали. То есть человек синхронизируется с циклом. Он прекрасно понимает, когда ему нужно начать какое-то дело, когда ему нужно вкладываться максимально, когда пошла энергия уже на спад, и ему уже это неинтересно, и когда это становится просто его опытом, его прошлым, и ему хочется нового. Он уже задумывается о новом цикле. То есть, смотрите, вам это дает осознание синхронистичности со Вселенной. Вы очень легко подстраиваетесь под ее ритмы, и поэтому всегда получаете то, чего желаете. Тут самое главное – это ритмика. Ну вот паш огня, правильно. Креативные идеи, творческие идеи, которые принесут вам успех, радость. Да, верховный жрец. Умение управлять всем этим циклом. Вообще верховный жрец – это прям наши врата, которые мы сейчас будем проходить, врата пастыря. Да? И поэтому здесь энергетика именно такая, что ты становишься проводником новых идей. Тебе приходят нетривиальные какие-то идеи. Ты прекрасно ориентируешься в каких-то вещах, которые сейчас вот выстрелят. Да? Тебе приходят такие идеи, которые сейчас будут вот просто иметь ошеломляющий успех. Но и также могут приходить идеи, опережающие свое время. Это тоже. Ты прекрасно можешь кого-то обучать, передавать знания, да? Открыть. Здесь по верховному жрецу идет благословение на обучение других людей, на передачу информации, целительство и создание духовной школы, например, какой-то во имя себя. Я шучу, конечно. Так. Угу. И победа, опять у нас победа, 7-й аркан колесничий. Здесь, ну, классный человек, просто знает свой путь. У него есть знание пути, и у него есть путь как таковой. И вообще у него есть выбор еще, что редкость, потому что, ну, это такое, знаете, состояние поточности. То есть ты настолько доверяешь Вселенной, что твой выбор, он заключается в том, чтобы никогда не выходить из состояния баланса. Вот настраивайтесь, сейчас нам дают настроечку на 5-й аркан и на 7-й, поэтому вы можете в плейлисте значение аркана 2 прочитать, вернее просмотреть мои ченнелинги потоковые, где я считывала энергетику этих арканов. Очень своевременно для вас сейчас будет пересмотреть перед тем, как настройку, да, мы получаем настройку на сердце космоса. Сейчас это будет очень к месту. И 14-й аркан. Смотрите, здесь такая хорошая фраза, я ее прочту. Интеграция, гармония, совершенство. Когда вы целостны, вы всесильны. Дайте себе время, чтобы собрать все воедино. Вот то, что я сказала, вне дуальности, вне концепций. Да? Человек чувствует, что есть и то, и другое в жизни, и идет срединным путем, не отрицая ни того, ни другого. Значит, поймать волну сердца космоса мы можем, только приняв вот эту фазовость, вот эти переходы. Да? Их надо чувствовать, как вот у нас есть малые циклы, это времена года. Да? Смотрите, чтобы сонастроиться с сердцем космоса, очень хорошо войти в какую-то ритмику с планетой, с Луной, там, я не знаю, с
какими-то внутренними ритмами. То есть эти все, знаете, как ритм в ритме, это все должно синхронизироваться, объединиться. Знаете, как часы в часах, часы в часах. И тогда у вас не утекает энергия, у вас хватает на все, потому что неважно, что вы делаете, главное, когда. Понимаете? То есть не надо бороться с пространством, вот о чем здесь. Все равно пространство сильнее вас. Вы можете ловить попутный ветер, знаете как? Как на нас влияет сонастройка с сердцем космоса, что с нами происходит, когда мы сонастраиваемся. Ну и, конечно же, древние киты и касатки – это любовь. Пусть все услышат вашу песню, звук и глубина. Это учителя, которые ведут нас. Древние киты и касатки – символ допотопной цивилизации. Если вы чувствуете резонанс с этой картой, то ваша душа древняя. Она пришла сюда нести чистоту любви, распространять ее по всей планете. И если вы по ссылочке перейдете на сайт, то первое, что вы прочтете эти слова, что вы древняя душа, вы наша душа, вы РД-поток. Вот. Если чувствуете резонанс, то вам сюда к нам, к таким же родственным душам. Это любовь, понимаете? С вами происходит тотальная сдача. Вы начинаете жить в потоке, получать информацию отовсюду, днем и ночью. Вот у меня это постоянно, то есть я просто живу вот в этом море, да, в этом поле информационном. Информация отовсюду, разная, по запросу, без запроса. Вы просто знаете, жизнь как бесконечная молитва у вас. И что интересно, могу из опыта сказать, что информация приходит даже раньше, чем вы задаете вопрос, потому что ваша точка сборки, она в сердце и выше. Тогда вы в потоке, тогда вы можете быть и жрецом, и целителем, и магом. Как хлынула сейчас на меня информация, что я даже, знаете, как вот в воде захлебнулась и подумала так, а что я хотела вообще, да? Да, что я хотела. Так, ну хорошо, давайте смотреть, как достичь синхронизации с сердцем космоса и что нам мешает достигать этой синхронизации. Если вам резонирует, пишите, обязательно пишите под этим видео, что да, резонирует. Также очень хорошо писать «я готов к трансформации», «я готова к трансформации» прямо под видео, потому что учителя все читают. И тогда изменения, перемены, трансформации придут в вашу жизнь быстрее и легче. Желаю вам всем легких трансформаций. Итак, что мешает синхронизации? Манас и Урус. Ну, это самость. Самость, как вам сказать по-русски? Эго, да? Ментальность наша, наше эго, все наши хочушки и вся наша торопливость, торопышничество такое. В общем, когда, знаете, человек, вот эта фраза «хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах», да? То есть вы живете каким-то своим планом, вы себе так решили, и вы идете к своей цели. Это очень смешно. Вот прям, знаете, небеса смеются. Вы все еще строите планы, да, небеса смеются. У вас все еще есть ежедневник, да, вы что-то планируете, пишете какие-то планы. Это смешно. Так, как достичь синхронизации с сердцем космоса, что мешает? Феху и Урус повторяется. Смотрите, когда вы что-то планируете сами,
вы проживаете день сурка, как будто бы, знаете, ничего не меняется. А вот когда вы некий имеете, это не план, а как некую стрелу направления, да, но не слишком ее расписываете, не слишком себя закабаляете. Вот тогда все происходит идеальным просто образом. То есть имейте план, но знаете так, в виде как на заметку, да. А в основном надо иметь стратегию, общую, центральную стратегию. То есть мне туда. Вот как будто бы сейчас показывают, как вот 2 точки на карте. Ты просто должен знать, куда ты движешься. И у тебя должна быть обязательно цель. Здесь, знаете, вот бесцельно прожитая жизнь, это тоже, это просто в никуда. Должен прирастать у вас опыт. У вас каждый день должен быть вот новое сознание. Для нового опыта, для нового дня. Но я же сказала эго. Ну вот эгоизм, ловушка. Сразу и вышла, да? Ну потому что точка сборки на сердце должна быть и выше, как можно выше. То есть выходите на 7 и выше, на 8, на 9. Вот сейчас мы будем работать с 9 чакрой. Поэтому смотрите. Низменные желания убирайте. И ловушка расслабления здесь у нас вышла. Это, знаете, такое состояние, когда человек, у него завышенные амбиции, и он, конечно, берется делать, но его не хватает на это. Ну, то есть нет синхронистичности, он не спрашивает вообще, благословение есть на это у пространства, нет. То есть вот смотрите, жреческие практики у нас все такие, что мы берем благословение у Земли, да, у планеты, на материализацию, мы берем у космоса, да, у потока Отца. И когда все нам дают уже благословение, вот тогда начинается наше направление, да, деятельности. Очень это важно. Поэтому все техники по материализации, если они идут без предыдущего, да, благословения и сонастройки на все каналы учителей, да, это неправильно. А здесь идет, знаете, как человек выдыхается. То есть он может даже начать, неплохо стартовать, потом выдыхается. Его надолго не хватает. Да, видите, ловушка предательства, но здесь человек предает сам себя. Он отступает, ему не хватает энергии. Понимаете? Потому что это было какое-то... Но вот эта боль, она во благо. Вот давайте прямо терапию. У вас было, когда вы что-то очень хотели, но оно не сбылось. Ну не сбылось, не получилось. Хотя вы искренне мечтали и хотели. А вот эта боль, она очень терапевтичная. То есть, оказывается, сердце космоса специально через боль показывает вам ваше эго. Тебе все еще больно, значит, эго твое еще не растворено в любви. Потому что когда растворяется, уже не больно. Вот там сладость такая идет, сладкость какая-то. Нетрудно отказаться от чего-то. То есть, легко переориентируется. Человек как-то, знаете, он все время в потоке, все время в какой-то... всегда хорошо ему. Как это передать, этот поток? Так. Да, и ловушка страдания. Смотрите, как нам ярко показали, чего делать точно не стоит, да? Эгоизм, расслабление, предательство и страдания. И, знаете, прям опять это по кругу. Но кто не проходил из нас вот это все, вот эти ловушки? И видите, поток говорит, что это хорошо. Вы поняли через эти страдания, вы поняли, что вам надо работать над эгоизмом, над эго. Это самое главное. Умейте сдаться потоку, сдайтесь любви. Прям пишите вот под этим видео: я сдаюсь потоку любви. Я готов к трансформации, я готова. Такой сладкий поток, ой, вообще залипательный. Еще возьму пару карт, чтобы нас нацелили, над чем нам работать непосредственно прямо сейчас, начинать работать вот во вратах 0909.
Присоединяйтесь, мои дорогие. Давайте из тени возьму. Над чем работать зрителям этого ченнелинга, чтобы достичь гармонии со Вселенной. The heartless love, бессердечная любовь. Эгоизм. Эгоизм, бессердечная любовь, закрытое сердце. Да? Вот здесь вообще такая картинка, я вам ближе покажу. Так, я здесь вижу очень запутавшуюся в каких-то ветках девушку, да, такую бледную, прям замороженную. И к ней едет вот рыцарь на коне, да, но она не готова. Она, видимо, ждет чего-то большего, лучшего, да, в своей жизни. То есть мы упускаем шансы, мы не открыты, видите? То есть получается, нам говорят, Вселенная постоянно рождает новые шансы. Она постоянно дает их тебе, но ты их не видишь. Почему? Потому что твое эго безудержно жаждет большего, да, лучшего, еще большего. Тут жадность какая-то идет прямо. The Queen of the Golden Bunch. Да, вот она. The Queen of the Golden Bunch – это королева золотой ветви. Знаете, это вот когда мы ждем какой-то премии, очень большого. То есть, ну вот если ты вытащил билетик, условно говоря, на рубль, это не круто. А вот на 100 рублей, ну это круто, конечно. Но здесь вот если ты не ценишь рубль, то ты 100 рублей никогда не получишь, потому что это один поток любви, один. Сумей принять капельку любви, капельку, еще капельку, и ты постепенно раскроешь свое сердце и будешь принимать много любви. Просто не войдет в тебя много, пойми. The Green Man. Нам показывают, что нужно выгружать родовые программы. Это отчасти наши опыты, да, отчасти это эгрегор рода. Так люди живут миллионами лет, да. Они живут в этом страдании. Мы это прекрасно понимаем, что мы новое поколение, новая эра. И благодаря тому, что мы это понимаем, наши дети будут жить уже совсем по-другому. И мы должны сделать что-то для наших родов, новые коды, новую информацию. Вот жрецы – это те, которые по сети родов распространяют новые коды. И мы с вами в этой медитации будем распространять чистоту любви по родовым структурам, не только по нашим, по всем родам на планете Земля пойдут коды любви. И это значит, что наша молитва за мир обязательно принесет плоды. The Queen of Laughter, королева смеха. Ох уж этот такой смех здесь, знаете, из темной колоды на мухоморе, да? Такой из разряда черного юмора, знаете, такой смех. Смотрите, наши передают такую информацию. Обратите внимание, что качество юмора отображает уровень осознанности человека. То есть обратите внимание, над чем вы шутите, что больше вас привлекает, на чем, что вас цепляет, какие вы смотрите телепередачи, фильмы, познавательные каналы, какие книги вы читаете. И как вы себя ведете, когда вы просто в расслаблении с друзьями, с близкими. Вот, посмотрите, потому что вы можете себя как бы протестировать, как самодиагностику сделайте.
И если вас интересуют вот эти темы все ниже пояса или, допустим, дорого-богато, вот эти темы, да, то вот эта самодиагностика вам поможет принять решение выгружать эти программы. Какие дары раскрывает в нас сердце космоса? Я сейчас беру для всех зрителей канала, провожу энергию потока. Прошу показать, какие дары раскрывает сердце космоса в нас прямо сейчас. Принимайте, открывайте ваши энергоцентры, макушку головы подставляйте. И, конечно, радость. Ну, конечно, радость. Открывает сердце. Для блаженства, в кайфе, в каждом моменте жизни можно быть счастливым, представляете? Если у вас внутри сопротивляется что-то и говорится такая мысль, да какое же тут счастье, посмотрите, что происходит вокруг, вы с ума посходили, какое счастье, какая радость, да, столько проблем, но значит сердце закрыто. Это я знаю по своему опыту, потому что я жила с закрытым сердцем, очень долго жила. И я знаю, сколько страданий это доставляет человеку. А потом ты просто начинаешь жить другую жизнь. Поэтому поверьте, открывайте сердце, и вы будете чувствовать радость, счастье, кайф каждую минуту. У вас не будет забот, понимаете? Да, у вас будут задачи, да, вы будете их решать, но это не будет в страданиях, да? Это будет в радости, поскольку мы пришли сюда учиться и трудиться. И это нормально. Но не страдать. И не пришли сюда страдать. Так, значит, божественный свет, дар божественного света. Смотрите, это знание пути, да? Это знание того, что меня ждет, что мне предначертано. Вот вы ко мне приходите, скажите миссию, скажите предназначение. Это знание приходит изнутри. Вот выпала сама карта вдохновения. Это прекрасная карта, когда у нас есть энергия, потому что вдохновение – это энергия. Когда вы, смотрите, открыли сердце в радости, получили свой путь, да, получили вектор, да, куда мне идти, вы получаете энергию, понимаете? Потому что без энергии, ну никак. Но очень у многих заканчивается энергия, и просто вы не достигаете цели из-за этого. Связь с Божественным Духом. Но вот знаете, связь с Божественным Духом – это вообще очень мощно. Это когда ты и есть Творец на земле. Ты представитель иерархии света. То есть Дух в тебе, а ты в нем. Представляете, вот как эта девушка. У нее лотос расцветает, да, и она стоит в воде. А вот эта вода прямо символ этого сердца космоса. И ты как будто бы на ладонях Матери Вселенной живешь в полной защищенности, в комфорте, в достатке, в изобилии, в счастье. Я вам желаю счастья. Смотрите это видео и пересматривайте, потому что это терапия. Это не просто информация, это целительство в прямом эфире. И напоследок духовный совет для всех наших путников. Настрой, да, настрой. Самое вот, что первое нам сейчас нужно услышать, чтобы начать открывать свое сердце, да. И, конечно же, приглашаю вас в практике наши, мои дорогие РТ. Так, настрой. Звездные предки, забытая мудрость, загляните глубже. Наверное, надо прочесть эту карту. К нам обращаются звездные предки. Давайте почитаем. Когда я читаю, вы раскрываете все свои энергоцентры еще больше, еще шире сердца, еще больше отдавайтесь потоку, потому что идет поток целительства. Звездные предки, забытая мудрость, загляните глубже. Древние знали о нашей связи со звездами гораздо больше нас. Пирамиды, храмы и другие места поклонения, созданные в точном соответствии
с расположением звезд существуют во всех уголках мира. Что, если эту древнюю мудрость можно обрести прямо сейчас? Используйте сердце и душу. Прикоснитесь к той части себя, которая помнит и знает. Все древние тайны всегда были с вами. Услышьте их. Все мистические знания расцветают в вашем сердце. Увидьте их. Древняя сила течет по вашим венам. Примите ее. Вас приглашают войти в храм древних знаний. Вас поддерживает память звезд. Загляните глубже, если вы чувствуете, что застряли. Вас призывают изменить привычную точку зрения. Что-то новое получается, когда мы соединяем несовместимое на первый взгляд, когда делаем что-то неожиданное. Слишком часто бывает так, что необходимое решение прямо перед нами, но мы не в состоянии его отыскать, так как продолжаем мыслить заученными шаблонами. Карта наставляет вас вспомнить и постичь древние тайны, знания и мудрость, которые так необходимы на планете сейчас. Найдите ключ к воспоминаниям души о временах, когда мы жили в гармонии с планетой. И однажды это повторится. Послание карты. Приложите карту к сердцу и прошепчите: «Я готов. Я готова соприкоснуться с древними тайнами и мудростью, хранящимися в глубине моей души». Мои дорогие РД, благодарю вас за то, что вы досмотрели это видео послание ченнелинг до конца. Поставьте лайк, подпишитесь на канал «Иная реальность». Здесь будет еще очень много информации для путников, как поддержка в период перехода и трансформации планеты, и в коды пятой мерности, коды нового времени, когда рождается сознание единства. С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.